Добрый вечер, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Подписывайтесь на него, и вы всегда будете в курсе всех главных новостей в России и мире. В сегодняшнем вечернем новостном блоке я хотел бы наряду с другими важными новостями, не вошедшими в мой утренний блог, немного акцентировать свое внимание на проблемах, связанных с распространением в последнее время коронавирусной инфекции COVID-19 в столице России и точечных, но очень продуманных и грамотных мерах столичных властей в плане победы над пандемией коронавируса в крупнейшем мегаполисе страны. Не секрет, что регионы перед принятием какого-либо важного решения, актуального для граждан всей страны, ориентируются в первую очередь на действия Москвы. И здесь на первый план выходит продуманность и четкость принятия важных и действенных решений столичными властями. Вот и сейчас они показывают, как необходимо действовать для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории столицы и за ее пределами. Ряд мудрых решений со стороны Сергея Собянина, а также подмосковных властей, принятых в октябре, в первую очередь направлены на снижение количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Я не буду подробно на них останавливаться, так как неоднократно рассказывал о них в предыдущих выпусках, и вы наверняка о них прекрасно знаете. Это удаленка и школьные каникулы, дистанционное обучение и тьюторство, масочно-перчаточный режим в транспорте Москвы и контроль за его соблюдением, блокировка транспортных карт пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, введение электронной регистрации посетителей клубов, баров, дискотек в ночное время и так далее. А сегодня Сергей Собянин, пожалуй, сделал по-настоящему важное заявление, которого ждали очень многие граждане Российской Федерации, и выступил против введения комендантского часа и жестких ограничений в виде запрета на передвижение из-за распространения коронавируса в столице. Такие крайние меры, как комендантский час, запрет на передвижение, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий, были названы столичным градоначальником как неприемлемые противодействию распространению коронавируса. И вот здесь Сергей Собянин стоит перед дилеммой поиска среднего пути или золотой середины, которую он должен найти, чтобы справиться с пандемией коронавируса в столице. Лучшей стратегией, по словам Собянина, была бы такая, которая с одной стороны не закрывала бы полностью город, но и не отказывалась бы от ограничительных мер. Как пояснил мэр столицы, нужно не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса. Остается пожелать успехов столичным и подмосковным властям в борьбе с COVID-19, тем более статистика сегодня не выглядит оптимистичной. Как передает оперативный штаб, в России выявлено еще 15 982 новых случая заболевания коронавирусом, что служит очередным рекордом инфицирования за сутки. В Москве 5376 новых заболевших за сутки. Это максимальное значение с 12 мая. 686 новых случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 466 в Московской области. В целом в стране за сутки скончались 179 человек. Важное решение подмосковных властей. Как заявил губернатор Андрей Воробьев, принято решение об усилении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. По его словам, со среды в регионе приостанавливается работа музеев, выставочных пространств, вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей, уточнил он. 17 октября губернатор Подмосковья подписал постановление о приостановке работы клубов в ночное время. На этом мой вечерний новостной блог завершен. Всего вам доброго и до новых встреч, с уважением, Ренат.